Друзья, всем привет! В прошлом видео я рассказывал, как прожить на 1000 рублей в неделю и соответственно экономить. Я люблю так жить. Ты не тратишь деньги на еду, а можешь потратить на себя, на свою семью, на какие-то удовольствия. И самое мое любимое занятие это, конечно же, путешествия. Особенно сейчас, когда в России зимой за окном минус 30, а ты отправляешься в теплую страну, поближе к солнцу, к морю, к разным фруктам. И в этот раз я посетил Дубай. Сейчас я расскажу и покажу, как это было, и перечислю плюсы и минусы этого города, ну и страны в целом. Это, можно сказать, была мечта всей моей жизни, и вот она сбылась. Это только кажется невероятным. Итак, мы заказали самый бюджетный тур в компании Megapolis Tours. Это моя любимая турфирма. Но так сложилось, что я путешествую только с ней. У них очень удобный сайт, много акций постоянно, скидок. И, как мне кажется, самые выгодные цены. Вот, например, сейчас, в декабре, слетать в Дубай из Москвы обойдется примерно 40-50 тысяч на двоих. В зависимости от отеля, питания. Если вы знаете турфирмы, где можно организовывать более приемлемые цены, вы напишите, пожалуйста, в комментариях. Я тоже посмотрю, изучу. Думаю, всем будет интересна эта информация. В общем, путешествие. Поехали. Хочу сказать, что по прилету бросилась в глаза еще на таможне приветливость и уважительное отношение арабов. Но реально, друзья, в отличие от Египта, Турции и прочих стран, тут никто на улице не кричит твоей девушке или жене: «Эй, Наташа, заходи, посмотри, короче, ай, какая девушка, Хабиб». Вообще, в этом плане все очень цивильно, за это я ставлю первый плюс. Люди ценят себя и свою страну и относятся к туристам уважительно. Когда мы добирались из аэропорта до отеля на специальном автобусе, я понял, насколько Дубай огромен. Его реально можно сравнить с Москвой, наверное. Тут стоят сотни высоток, одна на одной, и еще столько же параллельно строятся. Причем каждая башня не похожа на другую, они все разные. Второй плюс за разнообразие и архитектуру городу. В отеле также все цивильно, приветливо, оперативно. Нас встретили, зарегистрировали, проводили в номер, все показали. Чаевые никто не выцыганивал, как обычно. У 90% отелей нет своих территорий, то есть выходишь из дверей и сразу улица, проезжая часть. Но на крыше каждого отеля есть бассейн, тренажерный зал, ну и все прочие развлечения. Третий плюсик. Море шикарное, заход в него очень удобный, береговая линия большая и широкая, вдоль нее идет беговая дорожка со специальным покрытием, резиновая, наверное. Стоят разнообразные тренажеры и детские развлечения. Через каждые 50 метров туалеты с душем. Вообще это очень порадовало. За это я поставлю 4 плюс. Центр города, в котором располагается самая большая в мире башня, это просто сказка. Она называется Бурдж-Халифа. Высота ее 828 метров. Не всегда можно поместить ее в кадр фотоаппарата, настолько она высокая. Танцующие фонтаны, на которые можно любоваться каждый час, просто супер. Люди специально приезжают смотреть шоу фонтанов со всего мира. Кого здесь только не встретишь. И, конечно же, в центре города располагается самый большой торговый центр в мире – Дубай Молл, который занимает более 1 миллиона квадратных метров. В нем помещен самый большой океанариум в мире, в котором содержится более 33 тысяч разных рыб и морских животных. Только для 400 акул выделено более 10 миллионов кубометров воды. Ну и потрясающий неописуемый вид, конечно, вокруг. Это башни, башни, башни. Это мой 5 плюс. Когда я летел в Дубай, я был уверен, что тут ездят одни Lamborghini, Bugatti, Макларены. Очень много подобных фоток гуляют в интернете. На деле, конечно, все попроще. Тут любят внедорожники, и каждая вторая машина это Toyota Land Cruiser, Nissan Pathfinder, Infiniti, Dodge Ram и много-много очень Ford Ranger'ов. Несколько раз я встречал Rolls-Royce, Теслы, ну и пару раз спорткары в потоке машин. Все равно глаз, друзья, радуется, приятно наблюдать за красивыми автомобилями. Это мой 6 плюс, потому что я сам обожаю внедорожники. Знаменитая пальма Дубая.
искусственно созданная постройка, которая увеличила площадь Дубая аж на 520 квадратных километров. Это нечто. Смотря на карту, я думал, что можно прийти туда по пляжу и погулять пешком. Думал, что там стоит несколько вилл богатых людей, но это гигантское сооружение. Сотни тысяч домов, пентхаусов и различных построек от начала и до окраины. Нужно ехать на машине более 20 минут. На окраине в море стоит красивейший отель «Атлантис», в котором также имеется аквариум, торговый павильон, сады, аквапарк, сотни ресторанов и кафе. В общем, это надо видеть вживую. 7-й плюс в копилку. Но хоть я не видел крутых спортивных тачек на дорогах Дубая, я насмотрелся, как тут ездит полиция. Вот нам бы в России такие машины, да? Вот тут спорткары от BMW, и Lamborghini, и Bugatti, и Макларены, и чего только нету. У меня челюсть отвисла, когда я все это видел. Это мой 8-й плюс. В общем, красота, море, солнце, высотки, мечети, роскошь, автомобили – это все плюсы. Но есть все-таки и минусы, хотя их и не так много. Смотрите, почти вся береговая линия, я думаю 90%, принадлежит местным жителям, шейхам и богачам. Соответственно, прямо возле моря стоят их виллы. Отелей совсем нет, за исключением знаменитого отеля «Парус», который называется Бурдж Эль-Араб, в котором цены за номер начинаются от 18 тысяч долларов за сутки. И ручки в туалетах инструктированы золотом. Его тоже нельзя было построить на линии моря, поэтому для него был возведен специальный искусственный, так сказать, остров-плацдарм прямо на воде. Таким образом, организаторы этого проекта обошли закон с береговой зоны. В общем, сразу за виллами богачей проходит широчайшая главная дорога, которая отделяет это пространство от основного города, где и расположены все отели. И от отеля до моря пешком просто не дойти, так как не предусмотрены переходы для людей. Мы нашли переход в одном месте, где станция метро, но пока мы до него дошли, перешли, обошли, мы накрутили примерно где-то 10 километров. Ну нахер. Отец! Все это сделано для того, чтобы туристы пользовались услугами такси. Это первый минус. Одна поездка обойдется вам от 25 до 75 дирхам. Это примерно от 10 до 30 долларов. То есть съездить на пляж, оттуда, например, в центр, потом обратно, у нас получилось около 100 дирхам, ну то есть 35-40 долларов. В час пик тут тоже серьезные пробки, все стоит, а такси работает только по таксометру. Договориться невозможно. Стоите в пробке, счетчик капает, деньги из вашего кармашка утекают. Это второй минус. И самый главный минус — это цены на продукты и одежду в крупных торговых моллах, которые якобы считаются местом мирового шопинга. Когда гуляли по торговому центру, зашли закупиться продуктами. В общем, взяли 4 манго, 3 гранаты, 2 килограмма бананов и бутылку воды. Получилось 86 дирхам. Это равняется примерно, плюс-минус 30 долларов. А в палатке возле отеля у индуса за тот же набор отдали 8 долларов. Хотя манго были вкуснее у индусов. В бутиках, в принципе, все то же самое, что и в России. На бирках обычно Китай, Вьетнам, Индия. И топовые вещи, и бренды, спортивные бренды и обувь. Все как у нас. Нового особо ничего нет. Но за обычные джинсы или майку вы отдадите 300-500 дирхам. Это 150-200 долларов. Конечно, цены странно завышены, поэтому шопингом это назвать сложно. Продавцы скучают, туристы не заходят. Мы на цены посмотрели и поняли, что это неинтересно. Шопингом заниматься можно в других местах, например, в Китае. Но итог такой. В принципе, 500 долларов нам хватило на неделю спокойно. Столько же обошлась путевка, плюс-минус. Считай, чуть больше 1000 долларов, и мы увидели все то же самое, что видят богачи, которые платят 18 тысяч долларов за ночь в парусе. Но у них, правда, наверное, туалетная бумага золотой нитью. Мы также все посмотрели, везде побывали, в море покупались, солнцем насладились. Так что, друзья, не бойтесь Арабских Эмиратов, приезжайте и на месте осваивайтесь. Ищите удобные места для отдыха, для досуга и покупки продуктов. И, конечно же, никто тут с автоматами не ходит по улицам и ваших женщин в жены не увозит. Но это не точно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, отошлите это видео друзьям и знакомым, пусть
они посмотрят, какая должна быть настоящая полиция в нашей стране, где, кстати, нефти побольше, чем в Эмиратах. До новых встреч, с вами был Иван Кузьминов, всем пока-пока.